Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Европе открыто спорят с Соединенными Штатами Америки за финансирование обороны заказа и политическое влияние. На Мюнхенской конференции ЕС перестал соглашаться автоматически и заявил, что хочет принимать решения сам и развивать собственные заводы. Урсула фон дер Ляйен продвигает европейскую оборонную продукцию вместо американской, а Фридрих Мерц говорит о безопасности Европы без внешних указаний. И это еще не все. Сейчас в Германии люди продолжают терять деньги на контрактах с мобильными операторами. Часто вы уверены, что ушли от своего оператора, а деньги почему-то все равно списываются. Договоры продлеваются незаметно, условия меняются без какого-либо шума, и многие из вас узнают об этом только по счету в конце месяца. И напоследок про пенсии, куда же сегодня без них. Специалисты уезжают из Германии, взносов становится меньше, пенсионеров наоборот больше. Я чуть позже скажу, сколько их уже. Если отток продолжится, система не вытянет, либо нам с вами придется больше платить налогов, либо получать меньше пенсии, либо работать дольше, например, до 70 или 75 лет. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сейчас на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности европейские политики заняли более жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам Америки. Темы обсуждения касались безопасности, Китая, торговой политики и распределения ответственности внутри Западного Союза. Американская сторона дала понять, что ожидает от Европы более решительных шагов в поддержке согласованной линии по Китаю и вопросам безопасности. При этом в зале прозвучали позиции европейских представителей, которые сводились к одному. Решения должны приниматься с учетом интересов стран Европейского Союза, а не копироваться из Вашингтона по указке. Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции заявила, что Евросоюз обязан расширять собственное производство оборонной продукции и усиливать промышленность именно внутри Европы, а не только делать заказы с заводов Соединенных Штатов Америки. Все мы с вами знаем, как за последние 2 года страны Европейского Союза увеличили оборонные бюджеты. При этом я уже рассказывал, что, например, Германия создала специальный фонд в размере 100 миллиардов евро на модернизацию своей армии. Также параллельно заключаются новые контракты на поставку техники и специализированных систем безопасности. Почему же этот разговор на Мюнхенской конференции стал жестче? Объясню на примере. После начала конфликта на Востоке большая часть поставок сложных систем и аналитических данных поступала именно из Соединенных Штатов Америки. Европейские резервы оказались не готовы к длительному периоду повышенных потребностей, а производственные мощности Европы были рассчитаны на мирное время. В результате многие страны Европейского Союза столкнулись с дефицитом необходимых ресурсов. Но и это еще не все. Есть и экономический фактор. Когда Соединенные Штаты Америки приняли масштабную программу субсидий для своей промышленности, европейские компании начали переносить инвестиции именно за океан. Концерны рассматривали строительство заводов в Америке из-за выгодных налоговых условий. В Брюсселе это вызвало серьезное беспокойство, потому что мы с вами понимаем, что речь идет о рабочих местах и налогах внутри Европейского Союза. Приведу пример. Немецкий производитель аккумуляторов рассматривал строительство нового предприятия в Соединенных Штатах Америки вместо Европы именно из-за американских субсидий. Вопрос стоял остро о сотнях рабочих мест и многомиллионных инвестициях. Еще одна тема – это Китай. Соединенные Штаты Америки усиливают ограничения на поставки технологий и ожидают от союзников более жесткой позиции. Но я вам рассказывал, что сегодня Германия остается тесно связана с китайским рынком. Автомобильная промышленность получает значительную часть прибыли именно в Китае. И, соответственно, любое резкое сокращение сотрудничества с Китаем бьет по обороту крупных концернов. Фридрих Мерц в своих заявлениях ранее говорил, что Европа должна быть способна обеспечить собственную безопасность и одновременно сохранять союз с Соединенными Штатами Америки. А это, соответственно, означает увеличение расходов внутри Европейского Союза стран-членов, развитие собственной оборонной промышленности и снижение зависимости от внешних решений. Таким образом, на Мюнхенской конференции обсуждали не только безопасность, но и перераспределение ответственности внутри западного блока. Европа сейчас увеличивает бюджеты на безопасность, усиливает промышленность и выстраивает более самостоятельную линию в отношениях с крупными странами. Следующая новость одна из самых важных. Сегодня в Германии миллионы людей сталкиваются с одной из самых распространенных финансовых ошибок, о которых я вам хочу прямо сейчас рассказать. Это неправильным расторжением мобильного контракта. Всем нам на первый взгляд кажется, что договор расторгнут и вы свободны. Но через несколько недель приходит новый счет, списание или автоматическое продление, и человек, как оказывается, снова платит за услугу, которой он хотел избавиться.
И здесь очень важно, что сама проблема заключается не в том, что люди не хотят уходить от старого тарифа, а в том, как они это делают. Часто после отправки письма с просьбой о расторжении приходит ответ: «Пожалуйста, перезвоните нам, чтобы подтвердить». Многие из вас соглашаются, и ваша процедура ухода от мобильного оператора Германии превращается в разговор с менеджером, который начинает предлагать вам новый тариф, дополнительные данные или иной, скажем так, выгодный для вас план. Но вы должны запомнить, что в реальности разговора никакого вообще не требуется. Франк из Кёльна отправил письмо о расторжении, перезвонил по просьбе оператора и в итоге остался на новом контракте с более выгодной месячной платой, хотя это ему и не надо было, ведь он же изначально хотел полностью отказаться и не платить. Я вам скажу так, и вы это запомните, что договор считается расторгнутым, когда уведомление вовремя дошло до компании мобильного оператора в Германии. Дополнительное подтверждение по телефону не требуется и не должно вызывать у вас никаких сомнений. Еще одна распространенная ловушка – это так называемая предварительная запись на расторжение в компьютере в вашем онлайн-аккаунте, то есть в кабинете. Сегодня многие операторы предлагают такую функцию, как будто это полноценное расторжение, но она редко заменяет официальное письмо или отправку через специализированный электронный, скажем так, кнопочный сервис на сайте компании. В результате человек думает, что контракт расторгнут, а через несколько недель получает напоминание от оператора, и оказывается, что срок расторжения все еще не начался. История Марии из Бремена это подтверждает. Она использовала онлайн-сервис для пометки своего желания уйти от старого тарифа и думала, что все сделано правильно. Спустя 2 недели ей пришло письмо с уведомлением о продлении на 12 месяцев по старым условиям. Только когда она направила письмо о расторжении по адресу, указанному в договоре, компания приняла его и прекратила контракт. Еще один момент, о котором мало кто знает: после расторжения многие операторы продолжают использовать контактные ваши данные для отправки рекламных предложений или звонков. Чтобы избежать нежелательного контакта после расторжения, лучше прямо указать в письме, что вы не согласны на использование данных для рекламы или звонков по новым предложениям. Я хочу вам сказать также, что на самом деле ключ к вашей экономии – это не только расторгнутый старый тариф, но и внимательно изучить новый. Наверное, вы обращали внимание, что сейчас часто мобильные операторы заманивают низкой ставкой в первый год, а затем резко повышают плату. Сергей из Мюнхена однажды согласился на такой, скажем, акционный тариф, и через год его счет вырос почти на 30% по сравнению с тем тарифом, от которого он изначально пытался отказаться. То есть, еще раз повторю вам, а вы запомните, чтобы действительно экономить деньги, нужно действовать в 3 шага. Первый – это отправлять расторжение правильным способом, через письмо с подтверждением или через официальный электронный сервис, если он есть, сохранять подтверждение отправки. И третий – при выборе нового тарифа смотреть не только на цену за первый год, но и на полные расходы за весь срок, например, за 2 года. К сожалению, большинство людей сегодня просто пролистывают условия на экране телефона и соглашаются на предложение оператора, которое выглядит выгодно на самом деле только на первый взгляд. Это может стоить вам десятки евро в месяц и сотни евро в год, особенно если тариф привязан к дополнительным услугам или, например, к смартфону, который де-факто выплачивается постепенно через повышение ежемесячных платежей. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сейчас в Германии снова заговорили о будущих пенсиях и демографии. Сразу скажу вам, что основная проблема – это уезжают рабочие, которые должны были платить взносы, а пенсионеров становится все больше. Если эта тенденция сохранится, уровень пенсии может снизиться. Начну с конкретного примера. 37-летний инженер из Штутгарта принял предложение работать в Швейцарии. Зарплата выше, условия лучше, семья переехала вместе с ним. Его ежегодные пенсионные взносы теперь идут в швейцарскую систему, а не в немецкую. В Берлине и Баварии уже считают, что такие уходы специалистов создают серьезный дефицит финансирования пенсионной системы. Еще пример. 42-летняя медсестра из Гамбурга решила работать в Норвегии. Там меньше переработок и выше зарплата. Она регулярно делала взносы в немецкую систему, но теперь они прекращены. Через 20-25 лет именно этих взносов может не хватить для выплаты ее будущей пенсии коллегам, кто останется в Германии. Сегодняшняя статистика подтверждает эту тревогу. Недавно я вам приводил цифры и говорил, внимание, что в Германии уже более 18 миллионов человек старше 65 лет. Каждый месяц государство должно платить им пенсии. На одного работающего приходится все больше пенсионеров. Если количество плательщиков сократится, нагрузка на тех, кто остался, вырастет.
Даже немецкие экономисты сегодня считают, что если отток квалифицированных специалистов сохранится на нынешнем уровне, то через 10-15 лет пенсионные выплаты могут снизиться. Это значит либо повышение взносов, либо снижение выплат, либо увеличение пенсионного возраста. И вопрос сразу, а готовы ли вы к одному из этих вариантов? Думаю, что нет. Ведь никто не хочет получать меньше пенсии или, например, платить больше налогов в пенсионную систему Германии или даже работать дольше, например, до 70-75 лет. На этом пока все. Спасибо за просмотр.